О чем поговорить на свидании, чтобы влюбить, раскусить или понравиться? Мы все ходили на сотни свиданий с разными людьми. Первые свидания всегда больше похожи на интервью, где вы в очередной раз рассказываете основные аспекты своей жизни. Обычно о нас хотят знать, где работаем или учимся, какой образ жизни ведем и чем вообще дышим. А вот о чем в действительности лучше всего поговорить на свидании, знает не каждый. Привет, друг! С вами снова Фоненариум Медиа. Подписывайся на канал, ведь мы очень рады каждому. Молчание золото, но на свидании это точно не тот случай, ведь нет ничего хуже неловкого молчания или дежурных скучных бесед. Итак, на повестке дня. Как сделать свидание действительно приятным и интересным, на какие темы лучше вести разговоры, чтобы понравиться, про что лучше не говорить под знаком смертной казни, как эффектно флиртовать и вызвать влюбленность, о чем поговорить, чтобы понять, что за человек перед тобой. Обязательно посмотри видео, ведь эта информация тебе пригодится уже на следующем свидании. О чем нельзя говорить на свидании? Безусловно, нельзя обсуждать своих бывших, прошлые отношения, разбитое когда-то сердечко, ведь иначе можно рассчитывать только на сочувствующий взгляд, без каких-либо даже намеков на следующую встречу. Разглагольствовать про гороскопы и ретроградный Меркурий, сплетни, здоровье, истории гулянок или планировать вашу свадьбу, конечно, можно, но, скорее всего, увидишь, как собеседник в ужасе пытается скрыться в ближайшей подворотне, сверкая пятками. Стратегическая ошибка на свидании – это занудно рассказывать про что-то слишком заумное или неинтересное для собеседника. Со стороны это выглядит как преподавание алгебры тараканам. Бессмысленно, не правда ли? Часто говорят, что не следует заострять внимание на темах политики, религии и целей в жизни. Но если у вас на этой почве окажутся какие-то непримиримые противоречия, безусловно, лучше бы обговорить это сразу. Знаю парочку, которую свели друзья, но на первом свидании они поругались из-за расхождения в политических взглядах. Хорошо, до драки дело не дошло. Не стоит мучить собеседника чрезмерными вопросами, душить занудством или постоянно рассказывать о себе, превратив диалог в монолог. Лучше проявить дружелюбие, добавить легкости в общении и излучать позитив. Как влюбить человека на свидании? Профессор психологии Артур Арон, известный работой над близостью в межличностных отношениях, разработал список вопросов, которые помогут парочке влюбиться за 45 минут. Необходимо просто отвечать на них вместе и иногда смотреть друг другу в глаза. Вот некоторые вопросы из перечня, которые можно использовать на свидании. Кстати, мы их проверили, и они действительно работают. Как выглядит идеальный день? Самые яркие или неловкие воспоминания? Что между вами есть общего и что вам нравится друг в друге? Чем мечтаешь заниматься и как хочешь изменить жизнь? Что для тебя значит дружба, семья и любовь? Обсуждение подобных вопросов ускорит между вами сближение через личностное самораскрытие. Когда люди выбираются из своего защитного панциря, это обезоруживает. Секрет данных вопросов в том, что они помогают парочке быть уязвимыми друг перед другом, что позволяет зародиться влюбленности. Помимо всего, это помогает узнать характер человека, жизненные ценности, выбранные приоритеты, интересы и сокровенные мечты. О чем спросить на свидании, чтобы раскусить человека? Как понять характер человека? Подмечай детали, смотри, как ведет себя, что говорит и какие сигналы подает язык его тела. Что подсказывает тебе интуиция, ведь она редко подводит. Что говорит тебе наблюдение за речью, мимикой, жестами, интонацией, словами. Разузнай лучше человека, чтобы раскрыть особенности характера и понять, кто перед тобой. Узнай о любимом виде спорта. Если это одиночный вид, как плавание, бег, тренажерный зал, это самодостаточные личности. Командные виды спорта любят люди, обожающие соперничество. Безразличные к спорту – это обычно независимые личности или ленивые. Количество друзей. Если друзей мало и они с самого детства, то человек достаточно верен. Если много друзей, то очень коммуникабельный и открытый, но иногда ветреный. Когда человек одинок, налицо какие-то явные сложности с коммуникацией. Слишком аккуратные люди чересчур разборчивы, педантичны, порой занудны. Излишне грязнули, слишком ленивы. Когда человек соблюдает некую грань, то это нормальный человек со здоровым взглядом на жизнь. Сильно наряжающиеся личности скорее будут заморочены на чужом мнении или имеют проблемы с самооценкой. Любящий много говорить и делающий это эмоционально часто является человеком энергичным, но порой себя любивым. Заглядывающийся в каждое отражение человек будет страдать нарциссизмом. Любители развлечений, гулянок, приключений, вечеринок обычно плохо подходят для семейной жизни, а также достаточно эгоистичны. Те, кто склонны к выпивке и другим вредным привычкам, часто имеют психологические проблемы. Подмечай детали, не поддавайся эмоциям, внимательно слушай. Это позволит понять, кто стоит перед тобой на свидании. Все это поможет не тратить время, нервы, энергию, деньги не на тех людей. Интересные темы для беседы на свидании. В беседе важно найти общий язык, чтобы выйти из поверхностного и дежурного разговора на свидании. Не стоит бояться шутить, вызывать размышления и копнуть немного глубже в беседе, чтобы вы могли раскрыться друг перед другом. Самые лучшие темы для беседы примерно всегда одинаковы, но вам будет интересно про это поболтать с новым человеком.
Путешествия. Кто не любит путешествовать? Обсуждение путешествий, приключений, поездок всегда приятно. Это будет увлекательная беседа, куда вы ездили, куда мечтаете отправиться или как планируете свой отпуск в будущем. Разговоры про любимые увлечения, хобби, таланты, интересы помогут вам найти общие точки соприкосновения. Найдя то, что вас сближает, будет проще проникнуться обоюдной симпатией, ведь между вами есть что-то общее. Беседы про семью, друзей, детские воспоминания и милые истории из прошлого помогут вам немного открыться друг перед другом, ведь это показывает нашу уязвимость. Рассказы про ваше свободное время, как обычно проходит отдых на выходных, как прошел последний год, помогает понять человека как личность. Обсуждение вещей, которые есть в ваших списках желаний, о ваших мечтах и целях, ориентирует на осознание характера человека, его философию, убеждения, жизненные ценности. Как флиртовать на свидании? Человек может забыть то, о чем говорили на свидании, но он точно запомнит то, что почувствовал. Умный увлекательный разговор на свидании – это отлично, но это как блюдо без приправ, слишком пресно и уныло. Флирт, заигрывание, кокетство – это верные спутники влюбленности. Флиртуют разными трюками – словами, языком тела, мимикой, поведением и прикосновениями. Флиртовать словами можно, используя провокационные темы, дерзкие вопросы и двусмысленные шуточки. Флиртуют, используя зрительный контакт, смотря в глубину глаз или бросая взгляды, от которых становится жарко. Будет здорово ответить красивый комплимент внешности или внутренним качеством, наградив широкой улыбкой. Прошептать что-то милое, веселое или приятное на ушко, чтобы вызвать мурашки. Вторгнуться в личное пространство, чтобы взять за руку, поиграть волосами или прикоснуться. Говоря что-то, играть бровями, мимикой или задорно подмигнуть. Использовать жестикуляцию, чтобы сделать разговор более эмоциональным. Бросать взгляд на губы второй половинки. Прикусить свою губу или облизать губы. Шутя подтолкнуть, приобнять или поцеловать. Разговор с флиртом и без него – это такая же разница, как отличие между обычным стулом и электрическим. Но ты же хочешь любви, а не ситуации. Мы вам позднее перезвоним, что означает «никогда». Каждый из нас уникальная личность со своими интересами, взглядом на жизнь и взаимоотношения. Ты не обязан подстраиваться под собеседника, ведь если тебя не хотят принять таким, каков есть, то завязывать отношения не имеет смысла. Обычно цель свидания в том, чтобы ваша встреча была приятной для вас обоих, и вы могли насладиться общением. Даже если свидание было неловким, волнительным, а вы несли какую-то чушь, то ничего страшного, ведь первый блин тоже бывает комом. В конце концов, все прекрасные истории любви начинались именно с первого свидания. Подписывайся на канал Фанинариум Медиа, жми на колокольчик и ставь лайк. Напиши в комментариях, о чем обычно говоришь на свиданиях, какие трюки используешь и что там было интересного. А ты точно подписался на канал?